Сегодня очередной выпуск самых актуальных и чрезвычайных новостей о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Сотрудники антикоррупционного комитета и налоговая полиция арестовала на территории Российской Федерации все финансовые счета инагента, известного артиста и шоумена Михаила Шаца. Теперь известный артист и бизнесмен Михаил Шац не сможет осуществлять операции по банковским счетам и получать налоговые льготы. Кроме того, бизнес известного артиста остался без субсидий, лизинга и многого другого. Организаторы музыкального концерта в городе Красноярске подали в суд на российскую певицу по имени Глюкоза. Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, попала в крупный скандал, выступив в Красноярске на Дне металлурга в весьма странном состоянии. 38-летняя эстрадная исполнительница не попадала в ноты, кроме того, вела себя на сцене очень вызывающе. Сама артистка не комментирует произошедшее, зато журналистам стало известно, что организаторы Дня металлурга подали на нее в суд. По их мнению, артистка не выполнила свои обязательства по контракту. В данное время жители Красноярска требуют от Глюкозы извинений и объяснений по поводу странного и ненадлежащего поведения на сцене. По некоторым данным, певица Глюкоза во время музыкального выступления могла находиться под действием алкоголя и запрещенных веществ. Организация по борьбе с преступностью и коррупцией вместе с Никитой Михалковым, Александром Домогаровым и товарищем Бастрыкиным начинает глобальную проверку Пенсионного фонда и Министерства культуры. Данная проверка продлится более 2 недель. Основным поводом для антикоррупционной проверки стали многочисленные жалобы со стороны пенсионеров Российской Федерации на работу Пенсионного фонда. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает несколько печальных новостей из мира шоу-бизнеса и культуры. Сегодня утром член антикоррупционного комитета и известная советская и российская артистка Алиса Бруновна Френдлих была госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга с диагнозом гипертонический криз. На данный момент состояние здоровья Алисы Бруновны диагностируется как средне-тяжелое. И вновь печальная новость теперь уже о семье главы антикоррупционного комитета известного артиста Никиты Сергеевича Михалкова. В последнее время участились покушения и нападения на семью главы антикоррупционного комитета. Только за последнее время серьезно пострадали его дочь Анна Михалкова и супруга, общественный деятель Татьяна Евгеньевна Михалкова. Однако вчера вечером в городе Сызрань при открытии филиала антикоррупционного комитета нападение произошло на самого Никиту Сергеевича Михалкова, в результате которого он получил ранение. Главу антикоррупционной организации обнаружили лежащим на полу в подъезде здания филиала антикоррупционного комитета. По данным следствия, неизвестный преступник, воспользовавшись тем фактом, что филиал антикоррупционного комитета в городе Сызрань был открыт совсем недавно и там еще не было охраны, незаконно проник в здание и совершил нападение на Никиту Михалкова. Однако преступника после нападения что-то спугнуло, и он быстро покинул здание филиала антикоррупционного комитета. Но Никита Сергеевич все же получил ранение руки и ушиб головы. Серьезная госпитализация главе антикоррупционного комитета Никите Сергеевича Михалкова не потребовалась. Он остался в строю. Однако Никита Михалков был доставлен в больницу для медицинской перевязки. Преступника, совершившего нападение на Никиту Михалкова, удалось задержать, пока его личные данные не разглашаются в интересах следствия. Известного телеведущего клуба веселых и находчивых Александра Васильевича Маслякова
перевели из следственного изолятора города Москвы под домашний арест в связи с состоянием здоровья, а именно сердечной недостаточностью. К слову сказать, что Александр Васильевич оказался в следственном изоляторе 2 месяца назад по обвинению в получении крупной денежной взятки от капитанов команд КВН. Во время нахождения в следственном изоляторе состояние здоровья Александра Маслякова резко ухудшилось. На данный момент он был госпитализирован. Накануне вечером была арестована внучка ведущего программы «Поле чудес» Леонида Аркадьевича Якубовича. Причина ареста – незаконные посты в социальных сетях, которые публиковала внучка Леонида Якубовича. Данные посты содержали фейковую информацию о спецоперации и также запрещенную информацию о российской армии. Леонид Якубович пока никак не комментировал произошедшее событие. На данный момент внучка Леонида Аркадьевича Якубовича будет находиться в женском следственном изоляторе города Санкт-Петербурга. Известный советский и российский певец, бывший зять Аллы Пугачевой Владимир Пресняков, был лишен водительских прав. Чрезвычайное событие произошло 2 дня назад. Владимир Пресняков вместе с супругой возвращался с вечеринки. По данным следствия, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ну и, наконец, главная новость дня. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и начальник Следственного комитета товарищ Бастрыкин предотвратили заговор против Верховного Главнокомандующего Российской Федерации. Сегодня утром на несколько часов был арестован Верховный Главнокомандующий Российской Федерации. Его предали его верные друзья и товарищи из службы ФСБ. 4 крупных начальника службы ФСБ, которым он полностью доверял, во время совещания спровоцировали арест Верховного Главнокомандующего. Дело могло закончиться трагедией, если бы в обстоятельства не вмешались Андрей Белоусов и товарищ Бастрыкин. С помощью сотрудников антикоррупционного комитета товарища Бастрыкина и Андрея Белоусова опальные генералы ФСБ, которые совершили арест, были задержаны и доставлены в следственный изолятор. На данный момент Верховный Главнокомандующий находится в полном порядке и здравии. Однако после неожиданного происшествия было принято решение серьезно укрепить охрану Верховного Главнокомандующего Российской Федерации, а также полностью проверить работу служб ФСБ. Однако помимо этого у сотрудников антикоррупционного комитета Андрея Белоусова и товарища Бастрыкина осталось много вопросов к пресс-секретарю Верховного Главнокомандующего. Будет проверяться тот факт, не замешан ли пресс-секретарь в заговоре против Верховного Главнокомандующего Российской Федерации. Сегодня члены антикоррупционного комитета поздравляют с днем рождения своего товарища, известного российского телеведущего, члена антикоррупционного комитета, журналиста, общественного деятеля Бориса Корчевникова. Борису Вячеславовичу исполняется 42 года. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.